Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 24 августа по 30 августа. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут в нашем недельном таро-прогнозе. Я напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству он подходит и оказывается схожим с той ситуацией, которая происходит в вашей жизни. Можете написать в ваших комментариях отзыв по поводу того, насколько мы близки к тому, что происходит в вашей жизни, насколько вам это видео подходит. Помним, что это общий таро-прогноз. Итак, давайте посмотрим. Рыбки, у нас сегодня в раскладе две колоды. Это Таро 78 дверей, а также в качестве дополнения Таро светлых провидцев. Давайте посмотрим, что они нам покажут и какие карты для вас сегодня выпадут. Итак, рыбки. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта — королева кубков. Ваша карта, вашей стихии, вашего знака. Она здесь показывает, в принципе, такую чувственную, эмоциональную натуру, готовность дарить любовь, принимать любовь. То есть такая, в принципе, да, очень внимательная, чуткая королева, которая обделена уже такими здоровыми, взрослыми эмоциями, может быть, как это назвать, эмоционально зрелая, да, личность. Королева кубков, в принципе, говорит про успех как таковой. В любом случае, она может говорить о ощущении покоя, спокойствия, какого-то умиротворения, которое у вас есть по этой карте. Может быть, вы кому-то говорите какие-то приятные вещи или что-то такое приятное слышите в свой адрес в этот день, поэтому выпадает эта карта у вас, королева кубков. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть. Вместе с этой королевой кубков здесь есть двойка мечей. И здесь вот интересно, потому что в таком сочетании эта карта как бы говорит о сдерживании своих чувств и эмоций. Возможно, вы здесь по двойке мечей каким-то образом захотите проявить стойкость в том, чтобы не сказать какие-то вот мысли ваши или какие-то вещи, которые вы чувствуете в отношении кого-то из ваших любимых или друзей, или кого-то для вас действительно ценного. Поэтому двойка мечей здесь вот она показывает какую-то такую сумятицу, как на перекрестке стоите, думаете, сделать или не сделать то, что вы чувствуете, что велит вам сердце. Карта императора — это карта мужская. Очень возможно, кто-то из вас имеет дело с мужчиной. Может быть, это ваш муж, сын, брат, не знаю, мужская фигура, может быть, начальник, потому что это также кто-то вышестоящий. Либо вы здесь занимаете позицию такого императора. Это карта властелина и управителя, то есть человека, который управляет своей жизнью, человека, который очень амбициозный, очень активный, авторитетный. Может быть, вы здесь, собственно, и проявляете такую активность и уверенность в правильности своих действий, как-то планируете правильно здесь свою жизнь и по императору правильно распределяете ресурсы. То есть карта на самом деле очень хорошая. Кстати, может говорить еще и про общение с человеком знака Овен. Для кого-то из вас это также может быть актуально. Тут же в дополнение есть карта Иерофанта. Это карта Тельца тоже. Но в принципе общий расклад. Иерофант — это в принципе, да, опять-таки кто-то такой вот, кому вы доверяете, кто для вас может быть наставником, духовным лидером. То есть может быть этот император, кто как начальник или учитель для вас является, либо в семье, может быть, по императору это муж, опять-таки, потому что Иерофант — это семья и брак, и все, что связано с браком, и с необходимостью также поступать в соответствии с традициями или с тем, как у вас принято в обществе. Может быть, здесь какие-то решения принимаете мудрые, касающиеся этого императора, либо обращаетесь за советом к такому императору, то есть здесь что-то вот в этом духе может быть. Либо какие-то вопросы в семье, касающиеся такого мужчины,
могут также здесь быть задействованы. Дальше рыцарь Пентаклей — это земной знак, возможное общение с земным знаком, Девы, Тельцы или Козероги. И также, если мы говорим о вас, о том, как вы себя здесь ведете, вместе с семеркой жезлов, вы стараетесь быть очень методичными, последовательными, не спеша идете к своей цели, преодолеваете какие-то препятствия, стараетесь быть очень стойкими с тем, что встречается на вашем пути, то есть не сдаваться, не опускать руки. Вы уверены в том, что у вас все получится, несмотря на те, может быть, сложности, которые возникают вокруг вас. Вы стараетесь окружить себя таким вот коконом, такой цельнометаллической оболочкой, мол, меня это не касается, пусть вот кто там что говорит против, да, вот пусть они себе думают, а я себе знаю, да, и идете дальше своей дорогой и делаете то, что вы себе думаете, что вы хотите. Карта Колесница — это карта продвижения вперед, какого-то рывка вперед, в принципе. Для кого-то может быть поездка или какой-то вопрос, касающийся здесь транспорта для вас, поэтому Колесница. Но здесь скорее движение к успеху. Может быть поездка, где вы встречаетесь по тройке кубков со своими там друзьями, подругами, потому что тройка кубков — это несколько людей, это как сообщество. Может быть, вы что-то отмечаете вместе с ними. В принципе, какую-то успешную ситуацию или какой-то успех ваш, делитесь своими успехами с окружающими, они могут радоваться, да, опять-таки, вашим успехам. Карта шестерка Пентаклей — это карта помощи, может быть, которую вы получаете либо оказываете кому-то. Также, знаете, как это может быть и материальная помощь, может быть, советом. Поэтому шестерка Пентаклей, двойка кубков. Можете здесь дарить подарки, получать подарки, можете почувствовать определенную взаимность, такое вот родное плечо, которая вас поддержит, либо вы готовы кого-то здесь поддержать, если кто-то нуждается в этой поддержке. Здесь все, что касается взаимности чувств и желания получать взаимность, когда вы что-то делаете для другого человека. По двойке чаш. И четверка жезлов — это карта семьи, карта дома, карта возможности провести время здесь с вашей семьей, с вашими близкими, почувствовать гармонию, мир и порядок в вашей семье. И тут же карта правосудия говорит о том, что вам хочется баланса, вам хочется уравновесить какие-то ситуации, может быть, к чаше весов, да, если был какой-то дисбаланс, то есть вы хотите прийти к равновесию, может быть, добиться какой-то справедливости, ответственности, честности, кому-то сказать честно, что вы думаете, решить какую-то спорную ситуацию, которая есть в семье, о чем-то договориться. Может быть, и возникает какой-то конфликт, но в споре всегда рождается истина, и, возможно, вы таким образом сможете с родными о чем-то договориться. В принципе, карта в любом случае неплохая, потому что она говорит о балансе, к которому вы стремитесь. И четверка жезлов, в принципе, о балансе, о гармонии говорит. Карта восьмерка жезлов — это карта быстрых и стремительных событий, которые могут происходить у вас в воскресенье, а также выбора, когда вам нужно принимать решения быстро, делать выборы вместе с девяткой пентаклей. Вы, скорее всего, делаете успешный выбор. Либо какие-то события здесь быстрые происходят, какой-то прогресс, но к успеху, к успешному завершению какой-то работы или успешной покупки. Вот каких-то таких вот вещей, которые здесь у вас происходят, они очень динамичные, очень активно день проходит по этой карте. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для рыбок мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. И до скорого!